Трамп заявляет, что Ирану следует бояться того, что происходит. Иран рассматривает ответные предложения Трампа и назначает главного по Ормузскому проливу. Пакистан перебрасывает войска в Саудовскую Аравию. Планируется до 80 тысяч человек. Министры финансов Большой Семерки обсуждают усиление санкций против Ирана и России. В Китае готовятся встречать Путина. Лимузины уже привезли, но красные дорожки не ожидаются. Выставка российско-китайской торговли. Россия – мед, лес и рыба. Китай – роботы и нанотехнологии. Молитва за Америку. Радикальные протестанты, Трамп и весь Белый дом помолились за превращение США в религиозное государство. А поклонники Swatch выстроились в очереди и дерутся за право первыми купить новые эксклюзивные часы. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Спустя более 5 недель после начала шаткого перемирия между США и Ираном, переговоры фактически зашли в тупик. Вашингтон требует от Тегерана свернуть ядерную программу и снять ограничения в Ормузском проливе. Через него проходит почти 1/5 часть мировой нефти и газа. Иран в ответ требует компенсаций за последствия американских и израильских ударов, отмены морской блокады и прекращения боевых действий, включая Ливан. По данным Reuters, посредником между сторонами сейчас активно выступает Пакистан. Исламабад уже передал Вашингтону обновленные предложения Тегерана. Одновременно стало известно, что Пакистан перебросил в Саудовскую Аравию около 8 тысяч военных, истребители JF-17, системы ПВО HQ-9 и беспилотники в рамках закрытого оборонного соглашения. По данным источников, контингент может быть увеличен до 80 тысяч человек. На фоне кризиса Иран объявил о создании отдельного органа по управлению Ормузским проливом. США тем временем сообщили о перенаправлении десятков коммерческих судов для соблюдения ограничений. При этом появились сообщения, что Вашингтон готов временно смягчить нефтяные санкции против Ирана на время переговоров, однако Тегеран требует полного снятия ограничений. Дональд Трамп заявил, что иранцы отчаянно хотят сделки, но постоянно меняют условия. А в интервью израильскому 13-му телеканалу добавил: «Ирану сейчас стоит бояться того, что происходит». Переговоры между Ираном и США по-прежнему буксуют, но контакты продолжаются через посредников. В Тегеране заявили, что получили от Вашингтона новый пакет поправок к иранскому плану урегулирования. Его передал Пакистан, который сейчас играет роль ключевого посредника между сторонами. Представитель МИД Ирана Исмаил Багай сообщил: несмотря на публичные заявления США об отклонении иранских предложений, за закрытыми дверями обмен позициями продолжается. Несмотря на то, что американская сторона публично заявила об отклонении этого плана, мы получили через пакистанского посредника ряд пунктов и корректирующих замечаний с их стороны. Поэтому уже на следующий день, после передачи наших взглядов американской стороне через Пакистан, мы получили набор предложений от противоположной стороны, которые рассматривались в течение последних нескольких дней. И, как было объявлено вчера, наши позиции в ответном порядке были переданы американской стороне. По сути, причиной того, что Иран и Оман пришли к идее выработки механизмов обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив, стал инцидент, произошедший 28 февраля. Поэтому этот вопрос имеет как юридическую, так и логическую основу. То, что Иран и Оман, как два прибрежных государства, вырабатывают механизмы на основе международного права и международной практики для обеспечения безопасного и надежного прохода через Ормузский пролив, в принципе, признано на международном уровне. Разумеется, выполнение этой задачи потребует расходов, что также является общепринятой международной практикой. Одновременно с тем, как мы отслеживаем все передвижения, мы, безусловно, готовы к любому развитию событий и к любому сценарию. За столом переговоров, независимо от этих угроз, мы продолжаем работу, исходя из интересов иранского народа. Что касается их угроз, будьте уверены, мы прекрасно знаем, как должным образом ответить даже на малейшую ошибку противоположной стороны. Что касается вопроса разблокировки иранских активов, вы можете назвать это условием Ирана. Но я скажу так, это наше требование, и оно абсолютно законно. Мы не ожидаем, что другая сторона просто даст нам деньги. Это справедливое требование в ответ на несправедливость, совершенную в отношении Ирана. На протяжении многих лет иранские активы были заморожены в различных банках, и Иран не имел к ним доступа. То же касается и снятия санкций, это также одно из требований Ирана. Поэтому все поднятые вопросы являются требованиями Ирана, которые иранская переговорная группа принципиально и настойчиво продвигает в ходе любых переговоров. У нас нет враждебности ни к одной стране региона. Мы – постоянные соседи, и всегда были и останемся соседями со всеми государствами региона, включая ОАЭ. Жители Тегерана утверждают, что военные баннеры и патриотические плакаты на улицах города помогают сохранять чувство единства на фоне продолжающегося кризиса вокруг Ирана.
Вот что они рассказывают в интервью иранскому государственному агентству пропаганды на зарубежные страны ВАНА. Его сотрудники по традиции опросили 2 жителей Тегерана на улицах города. В нынешних условиях войны это действительно придает человеку чувство силы. И я рад, когда вижу эти баннеры. Баннер позади нас сейчас как раз изображает закрытие Ормузского пролива. И это совершенно ясно. И думаю, они очень недовольны тем, что мы побеждаем еще и в информационной войне. Когда люди приходят на площадь и видят это, само по себе это становится мотивацией. Эти лозунги, которые они вывешивают, каждый вечер новые лозунги. И этот баннер тоже, когда смотришь на него, это мотивирует. Это очень хорошая медийная работа. И это лишь один пример. А таких тысячи. США раздражает все, что связано с нами. Наши инженеры, наши ученые, наша жизнь. Даже когда мы снимаем фильм, это их злит. Наши баннеры, присутствие нашего народа. Они враги. Враг должен злиться. Целятся в движущийся поезд, а не в стоящий без дела. Так что Трамп и должен злиться. Мы должны делать так, чтобы он, даст Бог, умер от злости. Очень хороший, особенно тот, что про пролив. Баннер с нашей футбольной сборной был отличным. Был еще один, где они набрасывали сеть. Да, тот тоже был великолепен. Вообще все они. Сейчас уже все не вспомню, но за эти 70 ночей, думаю, сам видел штук 60. И каждый был лучше предыдущего. Каждый вечер мы приходили, смотрели на них и получали удовольствие. Было здорово. На встрече министров финансов Большой Семерки в Париже глава Минфина США Скотт Бессент призвал союзников усилить санкции против Ирана, чтобы перекрыть финансирование, как он заявил, иранской военной машины. Мы встречаемся в важный момент. Здесь мы обсуждаем мировую экономику, глобальные дисбалансы, критически важные минералы и финансирование терроризма. Я только что вернулся из Пекина вместе с президентом Трампом после очень успешного визита, где мы обсуждали геополитику, торговлю, а лидеры, Трамп и председатель КНР Цзиньпин, провели вместе много времени. Завтра мы также будем обсуждать санкции и финансирование терроризма. И мы призываем всех наших партнеров по G7, а также всех союзников и остальной мир, соблюдать санкционный режим, чтобы перекрыть незаконные финансовые потоки, подпитывающие иранскую военную машину, и вернуть эти деньги иранскому народу. Спасибо всем. Переговоры проходят на фоне новой турбулентности на мировых рынках после скачка цен на нефть из-за войны вокруг Ирана. Инвесторы опасаются ускорения инфляции и новых повышений ставок центробанками и опасений, что рынки облигаций могут обрушиться. Они проходят через коррекцию. Я бы не стал говорить об обвале. Это коррекция из-за опасений, которые можно понять. Инфляция, риск роста бюджетных дефицитов, политическая нестабильность в некоторых странах. Мы видели это на прошлой неделе. Разумеется, мы обсудим это с коллегами. Для этого и существует G7. Мы находимся в фазе, когда государственные дефициты, являющиеся частью глобальных дисбалансов, о которых я говорил ранее, очень значительны. Мы больше не живем в период, когда государственный долг перестал быть проблемой. Мы должны учитывать это в нашей работе, в обсуждениях с партнерами и, конечно, должны обеспечить уверенность рынков. И я думаю, что она есть. Мы наблюдаем за ситуацией на рынке облигаций, и она показывает, что когда цены на нефть держатся выше $100, а последствия этой войны уже заложены в рынок, реакция неизбежна. Очень важно подчеркнуть, необходима четкая политическая линия. Не следует принимать меры, которые могут еще больше ухудшить ситуацию. Что ж, посмотрим. Как и любой центральный банкир, вы всегда обеспокоены развитием ситуации на рынках и тем, как все будет развиваться в ближайшие недели и месяцы. Но на данный момент мы можем многое сделать, чтобы в определенной степени успокоить рынки и придать позитивный импульс нашим дискуссиям здесь. Вас беспокоит распродажа облигаций или нет? Я всегда беспокоюсь. Это моя работа. Глава Минфина Украины Сергей Марченко на встрече министров финансов Большой Семерки в Париже призвал усилить санкции против России и заявил, что Киев рассчитывает уже в начале июня получить первый транш из европейского пакета помощи объемом 90 миллиардов евро. Нет никакой возможности умиротворить агрессора путем снятия санкций. Поэтому мы должны продолжать давление на Россию, вводить дополнительные санкции. Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы разрушать российскую экономику, в частности нефтеперерабатывающие заводы и другую инфраструктуру, которая помогает подпитывать военную машину. Когда вы ожидаете первый транш кредита ЕС для Украины? Сейчас мы завершаем все необходимые соглашения, и, вероятно, это произойдет в начале июня. В НАТО все громче говорят о нарастающих проблемах России в войне против Украины. Глава внешней разведки Эстонии Каупо Розин заявил Reuters:
Российская армия теряет людей быстрее, чем успевает набирать новых контрактников. А полноценная мобилизация может стать политически опасной для Кремля. Эстония призывает Запад не ослаблять давление. По словам Розина, сейчас не время для колебаний. Санкции, по его оценке, начинают давать реальный эффект. Все эти факторы вместе создают ситуацию, при которой некоторые люди в России, в том числе на высоком уровне, понимают, что у них серьезная проблема. Трудно сказать, что именно думает Путин. Но, думаю, все эти факторы, возможно, уже скоро начнут влиять на его принятие решений. Добровольного набора уже недостаточно. Дополнительная мобилизация, да, они, конечно, могут принять такое решение, но это создаст дополнительные проблемы, особенно внутреннее давление. Трудно сказать, приведет ли это к дестабилизации, но это определенно будет шагом в этом направлении. Так что сейчас у них очень сложный выбор. И трудно предсказать, какое решение они примут в нынешней ситуации. Именно эти два типа санкций против финансового сектора и против энергетического сектора являются наиболее эффективными и уже начинают оказывать реальное влияние. Поэтому мой посыл такой: нужно продолжать давление. Сейчас не время колебаться или раздумывать. Дополнительные пакеты санкций абсолютно необходимы. Нужно просто продолжать. Это вопрос приоритетов, поэтому посмотрим, как они будут с этим справляться. Но амбиции у них определенно есть, планы существуют, какие новые подразделения должны быть созданы, где они должны размещаться, все уже спланировано. И мы видим, что сейчас они действительно создают эти новые подразделения. По крайней мере, на бумаге. Но если эти части формируются, то в итоге все они отправляются в Украину. Однако военные амбиции российской стороны действительно очень велики. В Кремле отказались отвечать на заявление Владимира Зеленского о возможной подготовке атаки с территории Беларуси на страну НАТО. Дмитрий Песков назвал слова украинского президента попыткой эскалации. Одновременно Москва признала, что переговоры по Украине фактически поставлены на паузу, но заявила, что рассчитывает на их возобновление. Мы не думаем, что подобные заявления заслуживают каких-то комментариев. Белоруссия, да, это наш союзник, мы имеем союзное государство с Беларусью, но это суверенное государство. Вот. Поэтому подобные заявления не что иное, как попытка такого дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности. Вы знаете, что в настоящее время мирный процесс находится на паузе. Мы рассчитываем, что он будет все-таки возобновлен. И мы рассчитываем на то, что наши американские коллеги продолжат свои миротворческие усилия в этой связи и посреднические усилия. Что касается ударов наших вооруженных сил, то они осуществляются только по военным или околовоенным объектам. В этой связи также стоит просто лишний раз обратить внимание на непрекращающиеся удары вооруженных сил Украины с помощью дронов по мирным объектам и объектам гражданской инфраструктуре в разных российских городах и населенных пунктах. Россия нанесла новый массированный удар по Украине. За ночь были запущены сотни дронов и почти 20 ракет. Основной удар пришелся по Одесской области и Черноморским портам. Пострадали более 30 человек. Украинские власти заявили, что российские беспилотники атаковали сразу 2 гражданских судна, шедших в украинские порты под флагами Маршалловых островов и Гвинеи-Бисау. По данным ВМС Украины, одним из поврежденных судов стал китайский сухогруз KSL Deyang с китайским экипажем. Корабль направлялся в порт Південний с загрузом железорудного концентрата. По информации Reuters, серьезных повреждений судно не получило. Экипаж самостоятельно потушил пожар, погибших нет. Владимир Зеленский отдельно подчеркнул, что под удар попал корабль, принадлежащий китайской компании. Россия уже несколько лет систематически атакует украинскую портовую инфраструктуру и морские экспортные маршруты, которые остаются критически важными для экономики Украины и мирового рынка зерна. В Кремле заявили о очень серьезных ожиданиях от предстоящего визита Владимира Путина в Китай. По словам Дмитрия Пескова, Москва и Пекин намерены укреплять особо привилегированное стратегическое партнерство. Именно так стороны теперь называют союз России и Китая. В составах делегации ни с кем не соревнуемся, и мы развиваем свои самостоятельные, весьма и весьма многоплановые отношения с Китайской Народной Республикой, которые мы и наши китайские друзья называем отношениями привилегированного, особенного стратегического партнерства. У меня нету под рукой общего списка тех, кто будет сопровождать Путина в официальной делегации, но могу лишь сказать, что это будут все профильные вице-премьеры, многие министры, руководители компаний, государственных компаний и частных компаний, которые работают в Китае. У нас самые серьезные ожидания. Отношения действительно очень
разноплановая. И помимо непосредственно части торгово-экономического взаимодействия, мы активно развиваем наш диалог и в области образования. Кстати говоря, будет открыт год российско-китайский, год сотрудничества в области образования. И в области медицины, и в области культуры, то есть во всех возможных областях. И любой контакт очередной глав двух государств способствует новому дополнительному такому созданию импульса для дальнейшего развития и расширения отношений. Все вопросы, которые находятся на экономической повестке дня наших двусторонних отношений, естественно, будут затрагиваться. Как это происходит каждый раз, когда наши лидеры общаются друг с другом. Накануне визита в Пекине приземлился специальный российский грузовой борт с лимузинами Путина и другими необходимыми ему принадлежностями. Ожидается, что одной из ключевых тем переговоров станет газопровод «Сила Сибири-2», который должен увеличить поставки российского газа в Китай еще на 50 миллиардов кубометров в год. При этом китайские источники подчеркивают, визит Путина не будет таким масштабным и торжественным, как недавний прием Дональда Трампа в Пекине с красной дорожкой и государственными церемониями. Ожидается, что Си Цзиньпин и Путин отдельно обсудят переговоры китайского лидера с Трампом. СМИ отмечают, впервые Китай принимает лидеров США и России с двусторонними визитами в течение 1 месяца. А тем временем, прямо перед визитом Владимира Путина в Пекин, российский государственный холдинг пропаганды Russia Today опубликовал крайне необычный текст с заголовком «Пекину больше нельзя считать Россию младшим партнером». И сам факт появления такой статьи уже стал событием. По сути, главный международный рупор Кремля впервые публично признал очевидное – отношения Москвы и Пекина глубоко неравны. Автор статьи Алексей Мартынов прямо пишет, что Китай ведет себя как старший партнер, а Россию рассматривает прежде всего как источник сырья и транзитную территорию. Китай по-прежнему часто ведет себя так, будто может пользоваться преимуществами стратегического партнерства, не принимая на себя в полной мере связанные с ним обязательства. Москва уже глубоко интегрировала Пекин в критически важные сектора – от энергетики до логистики и продовольственной безопасности. Но многие крупные китайские инвестиции и технологические обязательства все еще реализуются крайне осторожно или откладываются. В какой-то момент Пекину придется решить, действительно ли он рассматривает Россию как равноправного стратегического партнера или лишь как удобную ресурсную базу на периферии китайского влияния. Именно этот вопрос теперь определяет будущее российско-китайского партнерства. Цифры это подтверждают. Экономика Китая примерно в 10 раз больше российской. На Пекин приходится около трети всей внешней торговли России, тогда как доля Москвы во внешней торговле Китая лишь несколько процентов. Россия продает нефть, газ и сырье, а взамен получает китайские технологии, оборудование и рынок сбыта, критически важный после разрыва с Западом. На этом фоне статья Russia Today выглядит не столько критикой Китая, сколько сигналом раздражения внутри самой российской элиты. Особенно символично это звучит накануне поездки Путина в Пекин, сразу после масштабного и демонстративно роскошного визита туда Дональда Трампа. В китайском Харбине открылась 10-я российско-китайская экспо, крупнейшая совместная выставка Москвы и Пекина. Формально речь идет о стратегическом партнерстве, торговле на сотни миллиардов долларов и новом этапе сотрудничества. Но сама выставка неожиданно очень наглядно показала реальный баланс сил между двумя странами. Китай привез в Харбин робототехнику, хирургические системы, беспилотники, электромобили, цифровые платежные технологии и промышленное оборудование. Это наш новейший хирургический робот серии SR-2000. По сравнению с традиционной эндоскопической хирургией, ее ключевое преимущество заключается в его роботизированных руках, которые функционируют как человеческие руки, но обеспечивают большую гибкость и точность. Он также имеет интеллектуальную функцию стабилизации, похожую на человеческую руку. Для опытных хирургов, особенно тех, кто старше, это может помочь продлить их профессиональную карьеру. Наша открытая конструкция пульта управления по сравнению с дизайном темной коробки уменьшает ущерб, который 3D-дисплеи высокой яркости могут нанести глазам хирурга. Кроме того, наши продукты уже прошли сертификаты клинических испытаний и могут использоваться в гинекологии, урологии, общей хирургии и торакальной хирургии. Наши машины были экспортированы в более чем дюжину стран, включая Индию, Эквадор, Италию и Марокко. Российские регионы в основном представляли продукты питания, сырье, мед, морепродукты и сельское хозяйство. Уникальная продукция, липовый мед, добывается в тайге, абсолютно дикий, экологически чистый. Это соль утерококков. Утерококк – это родственник женьшеня. Сегодня на нашем стенде представлено более 30 видов и образцов продукции. Конечно, ключевыми являются продукция, которая добывается в морях, омывающих Приморский край,
Это краб, это трепанг, это гребешок, это лососевые породы. Изюминкой нашего стенда является приморский липовый мед. Безусловно, является экологически чистым продуктом, который пользуется большой популярностью у жителей Китая. Здесь представлена продукция компании «Ратимир», но и транспортно-логистический терминал ТЛЦ «Артем», через который проходят грузы. Полномочный представитель Путина на Дальнем Востоке Юрий Трутнев прямо признал: контраст между павильонами вызывает у него досаду. По его словам, Китай демонстрирует технологии будущего, тогда как российская экспозиция остается сосредоточенной на традиционной продукции. И это отражает общую картину отношений. Китай уже 16-й год подряд остается крупнейшим торговым партнером России. Товарооборот превысил 240 миллиардов долларов, но структура торговли все сильнее напоминает классическую модель «сырье в обмен на технологии». В Вашингтоне прошла одна из самых необычных государственных акций последних лет. Многотысячное молитвенное мероприятие Rededicate 250, посвященное 250-летию Соединенных Штатов. На национальной аллее возле Капитолия в течение 9 часов звучали молитвы, проповеди и религиозные выступления. Для американской политики это важный символический момент. Республиканцы, трамписты и консервативные христианские движения все активнее продвигают идею о том, что США были основаны как христианская страна. Организатором акции стала организация Freedom 250. Это государственно-частное партнерство, созданное при поддержке Белого дома для подготовки к празднованию 250-летия независимости США в 2026 году. А сам Дональд Трамп обратился к участникам по видеосвязи и зачитал отрывок из второй книги Паралипоменон о царе Соломоне и завете между Богом и народом. «И я утвержу престол царства твоего, как обещал Давиду, отцу твоему, говоря, не прекратится у тебя муж, владычествующий в Израиле. Если же вы отступите и оставите уставы мои и заповеди мои, которые я дал вам, и пойдете служить другим богам и поклоняться им, то я исторгну вас из земли моей, которую дал вам, и храм сей, который я осветил имени моему, отвергну от лица моего и сделаю его притчею и посмешищем у всех народов». Именно из нашего религиозного наследия происходят многие добродетели и институты, которые мы больше всего ценим как народ. Наша система правосудия, наша готовность помогать ближним, уважение к совести и моральная дисциплина, необходимая для самой свободы. Как говорил мой дорогой друг, покойный Чарли Кирк, любой закон отражает мораль. Ни закон, ни мораль не возникают в пустоте. В конечном счете они происходят из религии. А мораль и религия, сформировавшие американское сознание, были в своей основе христианскими, основанными на принципах и божественности Иисуса Христа. Вот кто мы такие. И именно такими мы были всегда. Америка все еще молодая страна по меркам истории. И с самого начала мы несли веру в то, что наша страна представляет собой нечто новое для мира. Но душа нашей нации всегда была укоренена в древней вере. Всемогущий Боже, мы просим Тебя услышать эти торжественные молитвы так же, как в самом начале мы посвятили эту землю Твоему святому имени. Сегодня, Господи, в этот 250-й год американской независимости мы вновь посвящаем Соединенные Штаты Америки Тебе, как единую нацию под Богом. Сегодня я стою здесь, как часть наследия семьи Кингов, семьи преподобного доктора Мартина Лютера Кинга-младшего, пророка, которого вы призвали возглавить то, что история называет движением за гражданские права XX века. Это движение формировалось с кафедр американских церквей, неслось на крыльях Евангелия Иисуса Христа и поддерживалось силой молитвы. Вера была сердцем этой борьбы. Когда двери школ, автобусов и избирательных участков были закрыты, двери церкви распахивались настежь. Участники акции, приехавшие в Вашингтон со всей страны, благодарили Трампа за возвращение страны к Богу. Некоторые называли происходящее духовной войной и поддерживали политику администрации по вопросам абортов и гендерной политики. Пора проснуться и понять, что эта страна принадлежит Господу. Сейчас очень многих людей вводят в заблуждение. Это духовная война, действительно духовная война. И вчера вечером об этом говорили. И это правда.
Если мы не вернем все это Господу, тогда все кончено, просто кончено. И это затрагивает весь мир. Когда лидер страны призывает народ вернуться ко времени покаяния и заново посвятить эту нацию, основанную на иудео-христианских ценностях, когда лидер открыто и смело призывает страну к этому, для меня было важно присутствовать на таком историческом событии. Это потрясающе. Мы бывали на очень больших мероприятиях, но здесь есть что-то особенное. Прямо чувствуешь присутствие Божьего Духа в воздухе. И мне действительно кажется, что сегодня мы установили флаг и заявили: мы возвращаем себе нашу страну. И я получаю в этом помощь. При этом критики мероприятия заявляют, что акция отражает взгляды прежде всего экстремистских и радикальных консервативных евангелистских кругов и не представляет все религиозное разнообразие Америки. На мероприятии практически не были представлены другие протестантские церкви и традиционные христианские конфессии. Католики, православные, лютеране, англикане. Также не было представителей других религий – мусульман, буддистов, индуистов, мормонов, которые составляют от 7 до 10% населения. По данным Pew Research Center, более четверти взрослых американцев вообще не относят себя ни к одной религии. Правозащитники и сторонники жесткого разделения церкви и государства уже обвиняют администрацию Трампа в стирании границы между религией и государственной властью. В Европе и США настоящий ажиотаж вокруг новых часов Swatch, Royal Pop, совместной лимитированной серии Swatch и люксового бренда Audemars Piguet. Очереди выстроились в Лондоне, Барселоне, Милане, Нью-Йорке, Дубае, Кёльне и Мюнхене. А в некоторых городах дело дошло до драк и вмешательства полиции. В Милане покупатели сняли на видео во время массовой потасовки прямо у магазина. В Барселоне люди начали занимать очередь еще за несколько дней до старта продаж, а полиция перекрывала улицы и контролировала толпу. В Лондоне и ряде городов Германии магазины временно закрывали из соображений безопасности. Причина – редкая коллаборация массового бренда Swatch с одним из самых дорогих производителей часов в мире. Royal Pop сочетает фирменный поп-арт-дизайн Swatch 80-х годов с культовым восьмиугольным безелем Audemars Piguet. Цена часов – около $400, тогда как оригинальные модели Audemars Piguet стоят десятки тысяч. На этом фоне началась масштабная спекуляция. Часы, купленные в Германии примерно за 385 евро, уже перепродают онлайн более чем за 2000. Аналитики Bloomberg и Financial Times отмечают, Swatch снова повторяет эффект Moonswatch. Массового дефицита, созданного через агрессивный маркетинг, лимитированные поставки и вирусный ажиотаж в соцсетях.